Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы вам покажем одно из, я считаю, самых лучших видео по двигателю ОМ642, устранение течи масла, замена прокладок теплообменника, также переуплотнение всего впускного тракта. Ссылка на канал Артема будет ниже под видео. Прошу пройти по ней, посмотреть. Рекомендую, канал неплохой. Качество съемок про ремонты. Очень рекомендую. Много всего интересного на канале. Спасибо Артему за это видео. Смотрим, ставим лайки, пишем комментарии. Это будет у нас первая часть видео, так как видео очень большое. Здесь в данном видео будет подробная съемка, как разобрать, последовательная съемка. И вторая часть, в следующий раз у нас будет продолжение, как собрать. Спасибо за внимание. Ну что же, автомобиль я вывесил, защитки снизу снял. Посмотрим, что у нас по течи. Так, кому непонятно, это у нас вот эта часть, это у нас коробка передач, там двигатель. Течь у нас присутствует масло, у нас полностью на двигателе по поддону висят капли. Вот здесь вот видно на верхней части поддона также довольно много масла. И снизу по коробке, по стыку коробки и двигателя также видим все мокрое. Какой обычно диагноз ставят? Обычно вымываются, смотрят, здесь течь продолжается, ставят диагноз, что это у нас течет сальник. Снимают коробку, меняют сальник, эта течь остается. Но это когда по незнанке вот так лезут. Похоже на сальник, не стоит этот вариант отбрасывать. Но на что следует обратить особое внимание? Посмотрите, у нас течь масла по коробке начинается довольно высоко. Вот здесь все в масле. С двух сторон по поддону у нас масло также здесь высоко поднимается. Тоже ниже, выше масляной ванны все. Да? И на что обращаем внимание? У нас по ходу движения с левой стороны, вот отверстие видно в блоке. Это у нас отверстие. Оно идет с развала в блоке цилиндров. То есть у нас двигатель Т-образный, посередине стоит развал. То есть не стоит развал, получается как бы развал. И вот с левой стороны и с правой у нас выходят два отверстия. Просто почему говорю, обратите внимание слева, потому что с правой стороны это отверстие прикрыто стартером, не видно. Но у нас видно, вот вокруг отверстия у нас все мокро, все стекает вниз. Видно, что там стекало масло и течет периодически. Там вот, если присмотреться, прям капелька в отверстие видна. О чем это говорит? О том это говорит, что у нас масло течет именно с развала. Почему я говорю, что вот клиент жаловался, сначала было там несколько капелек, потом лужица, побольше. На этом двигателе еще, в принципе, не так страшно. Я видел и делал такие двигателя, устранял течь масла, когда просто завел, переехал 100 метров, остановился, и у тебя просто лужа размером, ну, не знаю, сантиметров 15-20. И масло просто очень сильно течет. Здесь еще так, более-менее, на самом деле. Проблемка эта распространена вот именно на 642-х двигателях до 2011, по-моему, года выпуска. После 2011 года уже была произведена модификация, заменена прокладка, которая не выдерживала нагрузок. Ну, а нам придется ее на данный момент заменить самим. Сейчас перейдем к верху. Единственное, что сразу сольем антифриз. Сейчас найдем где-нибудь здесь, потому что нам придется все равно лезть в систему охлаждения. Поэтому сливаем антифриз, переходим вверх, будем разбирать и устранять данную неисправность. Тоже антифриз у нас сливается, сливная пробка находится по ходу движения слева на радиаторе. Там, в принципе, доступно все, защитки снизу сняли, все нормально. Пока антифриз сливается, будем потихоньку разбирать. Нам необходимо полностью освободить развал, то есть снять турбину, впускной коллектор левый, правый, ну вместе все, топливный фильтр, все, что мешает, чтобы добраться до развала, до масляного охладителя. Именно из-под него там стоит две прокладочки металлорезиновые, вот они обычно и текут. Ну что, начнем. Для начала что делаем?
Первое, снимем вот этот вот патрубок, который идет с воздушных фильтров на турбину. Два хомутика здесь винтовых, и здесь хомутик также винтовой. Снимаем или шланг достаем, ну да, шланг тут просто достанем, тут попроще будет, который вентиляции. И два штекера слева-справа, по бокам сдавливаем. На этом будет, наверное, поудобнее показать. Даже не покажу одной рукой. По бокам сдавили, стянули, тут снимаем патрубок для начала. Далее достанем патрубки, вот эти вот гофрированные, которые идут подача воздуха на фильтр с одной стороны, с противоположной, и сами фильтры вместе с корпусами мы снимем. Здесь уберу, чтобы было поудобнее. У нас корпусы фильтров слева-справа крепятся двумя болтами под головочку Е10. Здесь раз, и здесь вон виден два. Точно так же и слева по ходу движения два болтика. Вот здесь раз, и там два. Единственное, что вот с этой стороны нам еще надо будет снять штекер с датчика. Снимаем корпусы воздушных фильтров. Немного мне мешает бачок. Я его сниму, наверное, полностью уберу в сторону, потому что не могу там добраться до второго гофрированного вот этого вот патрубка. Корпус 1-2 воздушных фильтров сняли, сразу уберем аккуратненько уплотнители вот эти с одной головы и со второй. Следующая операция. Мы уберем трубку, которая идет с вакуумного насоса, на вакуумный усилитель тормозов. Надо снять вот эту защиточку, просто поворачиваем против часовой стрелки на 90 градусов эти клипсы, защитку поднимаем, выводим из зацепления. Трубка у нас, вот она идет, все видно, все доступно. Аккуратненько здесь отверточкой поможем, очень-очень аккуратно, чтобы не сломать. Предварительно, естественно, уплотнитель надо будет убрать. Вот так эту часть подняли вверх. И здесь трубочка у нас уже выйдет. Это что мы с трубочкой сделаем. И снимем шланг обратки с корпуса термостата. Тут хомутик. И из посадочных достанем. Плюс верхний патрубок радиатора также из корпуса термостата достанем. Стопор у нас виден. Подняли вверх. Шланг аккуратненько покручивая достали. Опять же, из всех посадочных пластиковых очень аккуратно. Потому что они со временем усыхаются и ломаются при таком, бывает, легком даже прикосновении, потому что от времени ничего не щадит, так сказать. Так что все аккуратненько. Итак, трубка вакуумного усилителя. Здесь, кстати, да, с вакуумного насоса видно у нас стопора. Такие быстросъемчик с двух сторон. Надавили, аккуратненько покручивая, как всегда, снимаем. Вроде бы все объяснил, все сказал. Переходим вот к этим трем элементам. Погнали.
Теперь снимем алюминиевый вот этот вот воздухопровод с интеркулера на турбину. Он крепится, получается, раз болт, вот такой болт-крепление для декоративной накладочки. И здесь у нас стоит такой как бы стопор, прикрученный саморезом. Естественно, чтобы нам это все убрать, нам необходимо будет снять вот этот нижний шланг с этой вот бочкой, убрать его вниз. Тут бочка у нас прикручена к передней лобовой крышке двигателя двумя болтами. Вот раз под головку Е10 и ниже 2. Откручиваем 2 болтика, убираем стопор, предварительно открутив саморез. И просто достаем из посадочного и убираем на шланге вниз. После этого открутим болт крепления алюминиевого воздухопровода и его также уберем. Далее, смотрите, я обратил внимание на мембранный клапан вентиляции картерных газов. Вот он стоит. Видно, что из-под него также течет масло, поэтому я хочу его полностью снять, посмотреть вообще его состояние. Возможно, его также придется поменять. 3 болтика под головку Е10. В любом случае, нам шланг этот убирать в сторону. Надо было бы здесь снимем штекер аккуратненько и снимем мембранный клапан, чтобы потом посмотреть на его состояние. Далее с правой по ходу движения головы снимем обраточки с форсунок, открутим вот здесь вот 2 болтика, вот этого тройничка обратки. Из крепления достаем шланжик 1, стопор достаем просто вверх, достаем обраточку, откручиваем кронштейн. Болтик под головку Е10. И пока обраточку закинем на левую голову. Как у нас обратки снимаются, сейчас попробую поближе показать. В принципе, здесь просто у нас вот это вот колечко поднимается вверх. При помощи рук, наверное, не получится. Я сейчас попробую показать на примере какой-либо обратки. Ну вот, аккуратненько отверточкой. И с другой стороны помогаем тоже. Поднимаем сначала колечко, вот поднялось, и потом, оп, сняли обраточку. И так аккуратненько производим операцию со всеми быстросъемчиками на обратках. Ну и убираем сам шланг в сторону, как я уже рассказывал. Погнали. Далее откручиваем шланг 1. Здесь, допустим, или здесь хомутик. Я думаю, с топливного насоса будет удобней. Хомутик рассоединяем, поднимаем шланг. Здесь у нас 2 болтика крепления кронштейна шланга. Их откручиваем. Откручиваем второй шланг, также хомутик или здесь. Я думаю, опять же, с этой стороны. 3 болта крепления кронштейна топливного фильтра. 2 шланга снимаем и вместе с кронштейном фильтр также топливный демонтируем.
Пока здесь остановимся на этом моменте, разберем переднюю часть, чтобы у нас спереди, вот именно по двигателю, мы уже закончили. Далее потом уже перейдем к турбине, проводке топливной системе. Что вот здесь вот спереди? Для начала снимем, не знаю даже, как это, честно говоря, называется, вот бочонок. Раз болтик. И снизу можно второй здесь открутить, но я обычно откручиваю второй здесь и вместе с кронштейном вот этот третий. У нас получается кронштейн идет, к которому крепится эта вот часть сверху. Ну и там чуть-чуть неудобно, поэтому плюсовой провод с реле свечей накаливания мы снимем. Тут стандартный практически быстросъем. Поднадавили, нажали и зацепление вывели, провод убрали. Давайте пока это сделаем. Далее снимаем штекеры. У нас заслонки с датчика, по идее, тут разрежение и с реле свечей накаливания, что заплетается язык. И откручиваем 3 болта, раз, два, три, и мы уберем кронштейн и само реле также уберем. Теперь достанем быстросъем, уберем шланг с интеркулера, который идет. И вот здесь или штекер снимем с датчика, или датчик полностью со штекером достанем, посмотрим. И в принципе нам тут ерунда останется. Ну что, остался последний рывок, и у нас передняя часть будет разобрана. Смотрите, у нас тут кронштейн с этой стороны. Вот раз болтик под головку Е10. Снизу там такой же. Не знаю, видно будет, нет. В общем, там такой же болтик снизу, один еще. Вот здесь 2 болта откручиваем от кронштейна, откручиваем оставшийся здесь болт. И все вместе с этим вот металлической трубкой ЕГР мы это все снимем. Так что раз, два, три и демонтируем. Поехали. Теперь перейдем к турбинке. Для начала снимем вот здесь вот штекер с датчика, чтобы он нам не мешал. И открутим 3 болта верхней защиты, ну, теплоизоляции турбины. Раз, два, три. Все болтики под головку Е10. Защитку верхнюю сняли, теперь я откручу кронштейн, чтобы он нам не мешал, когда мы будем турбинку доставать. 2 болтика под головку Е10. Откручу болт крепления хомута. У нас здесь болт 8 под головку 13. Хомутик снимем. И нам необходимо открутить вот этот вот уголок приемной трубы от турбинки. Раз, два и снизу 3 болт.
Третий болт, по-моему, там можно полностью не откручивать, только отжать, насколько я помню. Потому что здесь отверстие, а там снизу получается такая как бы прорезь. Его можно только отжать, и эту часть мы демонтируем. Поехали пока делать это. Как видите, все правильно я говорил, снизу прорезь, так что полностью нижний болт можно не выкручивать, а вот сейчас его можно спокойно достать, плюс убрать хомутик. Далее мы открутим вот эту гофрированную трубочку, которая подает выхлопные газы на ЕГР. Открутим полностью и от приемной трубы, и от головы. Здесь у нас 4 болтика, каждый под головку Е10. Аккуратненько прокладочки, смотрим, чтобы не упали. После того, как открутим и ударим эту трубочку, открутим справа 1, 2, 3 болтика и слева 3 болтика. Это у нас с коллекторов с левой и с правой головы идет на общий выход. Эти не трогаем болты, мы вместе с этой разводочкой вправо-слева будем снимать. То есть 1, 2, 3 и с противоположной стороны тоже 1, 2, 3. Все болтики под головку Е12. Погнали! Так, сзади там все раскрутили. Сейчас нам осталось открутить 2 болта крепления кронштейна, на котором стоит турбинка. Вот 1, 2. Это у нас также 2 болта под головку Е12. И 2 болта крепления самой турбины под торкс Т40, по-моему, или 45. Вот они. Здесь 1, здесь 2. И все, аккуратно демонтируем турбину, попутно сняв штекер. У нас вот еще имеется небольшой кронштейн, вот он. Тут 4 болтика, 1, 2, 3, 4. Его также сейчас открутим и уберем, и уже будем снимать турбину. Далее с правой по ходу движения головы мы от форсунок открутим трубки,
Открутим вот эту центральную трубку между двумя топливными рейками. И два болтика под головкой 10 выкрутили, штекер сняли. Топливную рейку с правой головы также демонтируем. Там у нас виден вот здесь вот болтик, крепление пластикового вот этого вот держателя жгута. Его также открутим, посмотрим, насколько у нас тут что мешает, как не мешает, как жгут поднимается. Из посадочных, может, там достанем. Сейчас посмотрим. Пока делаем это. Да, кстати, по форсункам там чуть-чуть неудобно подлазить, откручивать. Я вот такой себе приспособу сделал. Просто Г-образный ключ на 17 отрезал максимально высоко. Сделал распил, чтобы трубочка пролазила. И приварил просто шестигранник на 10. Теперь очень удобно откручивать, не боясь, что поломается выход обратки или что-нибудь еще. Итак, здесь я по топливной реечку убрал, трубочки убрал, проводку, как видите, отсоединил также здесь, чтобы ее можно было вправо-влево двигать, чтобы у нас пустой коллектор полегче доставался. Ну и теперь с той стороны нам также необходимо убрать топливную рейку. Также уберем вот эти вот металлические трубки подачи обратки, открутив кронштейны, сняв шланжик. Здесь раз кронштейн, там возле бачка гидроусилителя 2. Снимем раз шланг, два шланга. И на тех шлангах, которые идут уже после трубок, мы просто поднимем эти две трубочки и уберем в сторону. Плюс рейка, 3 трубки на форсунке, трубка подачи топлива на рейку. Поехали!
Ну что, все почти мы разобрали. У нас проводка рассоединена, вправо-влево двигается, доступ к коллекторам есть. Что еще необходимо сделать перед снятием коллекторов? Вот необходимо открутить эту проставку под турбину. Видно 4 болтика. И убрать ее. И также еще надо снять шланг охлаждения из системы охлаждения, которая идет на впускной коллектор. Или со стороны кузова, или там здесь вот внизу у нас обычный пружинный хомут. Ну а там со стопором видно. Стопор достали, шланг сняли. В общем, откручиваем проставочку и снимаем шланг. Ну вот и мы подошли к снятию впускных коллекторов правого-левого. Снимаются они вместе одновременно. Откручиваем все болты крепления правого коллектора левого и демонтируем их. Ну вот и добрались мы до нашего проблемного места, до маслоохладителя. Видно, масло стоит, что спереди, перед передним дренажным отверстием. Здесь сзади, вот оно, здесь у нас вот, если поколупать, имеет отверстие, которое выходит в общее, сюда. И, естественно, масло стекает, там я показывал, где стекает, видно. И спереди здесь тоже дренажка есть, оно стекает спереди, поэтому весь двигатель заброшен маслом. То есть оно стекает, забрасывает назад. Сейчас я, ну, естественно, заклею каналы подачи воздуха, но здесь на голове. Подачу обратку на турбину тоже закрою. И хочу все здесь помыть, чтобы убрать остатки масла, грязи здесь всего. Ну и после уже будем откручивать маслоохладитель и производить замену прокладок. Ну и в дальнейшем там последующую сборку. А пока все это вымою.